Замминистра юстиции сам вслух на заседании Совреда признал, у 96% новых иностранных агентов не нашли ни одного иностранного рубля. Дальше он объяснил, почему это не проблема. Я бывший сотрудник второй службы ФСБ, и сегодня слово «иностранный» в законе это не описание реальности, это юридическая конструкция. Покажу на 3 свежих примерах, как оно работает и для чего на самом деле нужна. Пока не пошли дальше, подпишитесь, новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И телеграм-ссылка в описании, там разбираю новости политику. Можно написать мне вопрос. 3 закона. 3 разные темы на первый взгляд, но если положить их рядом, видна одна и та же конструкция. За последний месяц вступили в силу или обострились сразу 3 закона, и в каждом из них ключевое слово «иностранный». Иностранные сервисы авторизации, иностранное финансирование, иностранное влияние. Логика, которую нам предлагают, где иностранное влияние, там угроза. Значит, нужно ограничить. Но если проверить каждый из 3 случаев по отдельности, конструкция начинает трещать. Слово «иностранный» там есть. Реального иностранного следа почти нет. Начну с того, что уже разбирал подробно, коротко, как контрольную точку. Про белые списки VPN я снимал отдельное видео. Механика такая. Неугодный VPN режут доступ к легальным сайтам, а тот, что в реестре, интегрирован в SORM. Итог — не запрет иностранного сервиса, а вытеснение на канал, который уже под контролем. Держите этот принцип в голове. Дальше он повторяется еще дважды, почти без изменений, просто в другой обертке. Вот что произошло 2 недели назад. И почти никто не связал это с системой контроля. С 6 по 7 июля этого года кнопки «Войти через Google» и «Войти через Apple ID» на российских сайтах незаконно. Штраф до 700 тысяч рублей за первое нарушение и до 1,5 миллиона за повторное. Формальный повод — иностранный сервис авторизации, угроза утечки данных за рубеж. Разрешенные альтернативы — это российские номера телефонов, ВК-ID, Яндекс-ID и ЕСА. Она же основа единой биометрической системы. Про ЕБС я подробно уже рассказывал в видео про цифровой след. С 1 апреля этого года ФСБ имеет прямой доступ к базам данных любых организаций, работающих с биометрией. То есть, смотрите, что происходит технически. Убирает не иностранное как таковое, то есть Google и Apple продолжают работать на российских телефонах без всяких проблем, убирают конкретно способ входа, который не оставляет читаемого следа для системы. А взамен предлагают ровно те 3 канала, которые либо обязаны делиться данными по закону, либо прямо встроены в систему, у которой у ФСБ уже есть доступ. Это не про Google, это тот же белый список, просто примененный не к трафику, а к входу на сайт. А вот здесь редкий случай, когда не нужно ничего доказывать. Чиновник сформулировал это за меня. 4 июня этого года на комиссии Совета Федерации замминистра юстиции Олег Свериденко доложил: из тех, кого в 2025 признали иностранным агентом, иностранное финансирование нашли только у 4%. Дальше дословно. Если бы сейчас этот единственный признак остался, то это было бы всего 4% инагентов. Представляете, да? Где гуляли бы все остальные, а мы бы искали с Росфинмониторингом эти деньги, которых нет. Это не оговорка и не утечка. Это замминистра сам вслух объясняет сенаторам, зачем, значит, в 2022 году в закон добавили формулировку «иные формы влияния». Потому что без нее почти ни на кого невозможно было бы вешать этот статус. Реестр существует с 2012 года, в нем успело побывать больше 1200 человек и организаций. Сейчас действующих 962. Поводы для внесения в 2025 году были самые разные. На прошлой неделе, по данным на начало июня, Минюст впервые использовал новое основание — распространение информации, искажающей историю России. И вот что произошло с самим статусом за 3 года. По данным ВЦИОМ, поддержка закона выросла с 54% в 2022 году до 65% в 2025. 41% опрошенных прямо ассоциируют слово «иноагент» с врагом и предателем. При этом с 2026 года иноагентам полагается плоский НДФЛ в 30% без вычетов.
Обязательные спецсчета для гонораров. Банки обязаны за 3 дня передавать Минюсту данные по счетам. И с сентября полный запрет социальной рекламы. То есть статус, который сам чиновник признает почти не связанным с реальными деньгами из-за рубежа, с каждым годом обрастает все более тяжелыми последствиями и все больше общественным одобрением. И вот здесь есть развилка, которую легко не заметить, если смотреть на все 3 примера как на одно и то же. VPN и авторизация — это инфраструктурный контроль. Он не выбирает, кого пропустить, а кого нет. Система работает одинаково для всех, просто незаметно перенаправляет каждого в канал, который уже читается. Статус инагента устроен иначе. Это не массовый инструмент. Это точечный удар с максимальной непредсказуемостью. Дудь получил статус за доходы с Ютуба, Шевчук за слова против войны. 2 несопоставимых повода, и оба сработали. Смысл не в том, чтобы наказать конкретно за конкретное действие. Смысл в том, чтобы никто не мог заранее просчитать, какое действие окажется вот тем самым. Вместе эти 2 типа инструментов закрывают разные задачи. Технический контроль работает на всех и не требует решения по каждому человеку. А статус иноагента работает на страхе. Именно поэтому ему не нужна доказательная база. Чем меньше связи между поводом и последствием, тем сильнее эффект непредсказуемости на всех остальных, кто следит за этим со стороны. Слово «иностранный» в 3 этих законах объединяет одно. Оно не обязано быть правдой, чтобы работать. Оно должно только звучать достаточно официально, чтобы дать основания для действия. Технические законы тихо перенаправляют инфраструктуру, закон об иностранных агентах громко наказывает отдельных людей и делает это настолько непредсказуемо, что бояться начинают даже те, кого расчет никогда не коснется. Если вы досмотрели до этого момента, вы уже понимаете эту систему точнее, чем большинство тех, кто пишет о ней со стороны. Подпишитесь, новые разборы выходят регулярно, и без подписки вы их, скорее всего, не увидите. И если хотите больше, чем разборы системы, у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Там я разбираю текущие новости, политику и события со своим мнением без купюр. Там же можно написать мне сообщение напрямую с любым вопросом. Постараюсь ответить. С вами был Вадим Майоров. Берегите себя. До новых встреч.